So what I wanted to do today in the lecture, in the next 45 minutes or so, is give you really, let you know who I am, because I'll work with some of you throughout the week, and give you a sense of how social engaged artwork, and I'll try to explain that, works in many different instances. Ну давайте я вам расскажу, что нас сегодня ждет. Я вам представлю лекцию где-то минут на 45. Я расскажу вам о себе, кто я такой, потому что с некоторыми из вас мне предстоит и дальше работать на протяжении недели. И я расскажу вам о том, что такое социальная значимость искусства, которое вовлекает социальное пространство. So I'm an artist first, but my day job, the job that I do to get paid, is I work for the government in New York City. О себе. Я художник, в первую очередь. Но то, чем я занимаюсь сейчас, то есть то, за что мне платят деньги, с чего я живу, я работаю на бюрократов от искусства в Нью-Йорке. And as an artist, you know, a lot of my work that I do is in social engaged art. I'm interested in making people's lives better through art. I'm interested in communicating different ideas that help people in one way or the other through art. And so that's what my interests are. Что мне как художнику в первую очередь нравится, мне нравится работать с теми формами искусства, которые так или иначе вовлекают в окружающее пространство, потому что мне, во-первых, хочется, чтобы жизнь людей становилась лучше, а во-вторых, мне очень хочется, чтобы вот какие-то разные идеи каким-то образом передавались посредством, в том числе, искусства пространства. But working in a government bureaucracy, it's so hard to do some of that sometimes, and so I'm going to try to show you how I try to do that in that environment. Но поскольку теперь мне приходится работать на бюрократию, на управленцев, то, собственно, именно только этим заниматься довольно трудно, но я постараюсь показать, каким образом я совмещаю эти вещи. So to give you a little bit of background, I work at the Department of Cultural Affairs in New York City, and we are a funder of the arts in New York City. And so we give away $400 million to arts institutions in New York City every year. Сейчас чем я занимаюсь непосредственно сейчас, я работаю в департаменте культурных инициатив, культурных дел в Нью-Йорке. И там как раз работаю в программе, которая называется «Культурные для города». И мы, чем мы непосредственно занимаемся, мы предоставляем определенные деньги, бюджет, там $400 миллионов художникам, которые что-то делают в городе. So if you've ever been to New York and you've ever gone to go to the Metropolitan Museum, any of the zoos, you know, we are the owners of those. We're the landlord for those institutions. So we pay their rent, we pay their electricity bill, and we also pay for about 1,000 small arts organizations of different kinds. Если вы когда-либо бывали в Нью-Йорке, бывали в метрополитене, в этом музее, бывали из его зоопарков и в различных других организациях, то вы понимаете, что вот как раз это подразделение в управлении города Нью-Йорка является собственником всех этих организаций, собственно, собственником земли. Мы как раз платим и за электричество, и за аренду, и все остальные их расходы оплачиваем. Также мы содержим еще около 1000 небольших организаций личного отношения. So what I'm responsible for is I commission all the art in New York City. You know, I'm in charge of all the public art that you ever see in New York City. It comes out of my office. Конкретно я чем занимаюсь, это я выбираю художников, которые представляют свои работы в городе. То есть все, что вы видите в направлении public art в Нью-Йорке, все проходит через меня, я это отбираю. I'll just give you a little bit of history. So the program started in 1982 when the mayor at the time signed into law something called percent for art. It says that 1% of whatever the city is building has to be put towards the creation of a work of art. Я вам немножко расскажу предысторию, с чего все начиналось. Все начинается в 1982 году, когда мэр Нью-Йорка, кто помнит был в тот момент, на законодательном уровне принял такое постановление, которое называется процентное искусство, закон Рэя. Что имеется в виду? Это имеется в виду, что 1% с любых объектов строительства в городе, чтобы там не строилось, идет на
And that covers everything. Anything the city builds, whether it be a street, a jail, a sewage treatment plant, a school, a library, a police station, anything the city builds, I get a 1% of that construction cost and I make offer for that space. И здесь под строительством имеется в виду обязательно все. Что бы ни строилось в городе, улицы, чудные, водосточные каналы, школы, библиотеки, полицейские участки, не суть. С любого вот этих затрат, которые идут на строительство, 1% идет мне. И на этот 1% мы покупаем в этих мест какие-то объекты искусства. I'm going to briefly talk about how this happens. This is the boring part. Сейчас будет немножко скучнее, я вам расскажу, каким образом этот процесс построен. So for each project, I put together a group of people that make the decision on how that money is spent for that particular project. По каждому проекту мы собираем это количество людей, которые будут решать, каким именно образом мы будем тратить деньги на этот объект. So the people who ultimately make the decision is the person that builds it, the person who's going to take up the space, occupy the space, like if it's a police station or school, someone from my office, and 3 outside arts professionals. Каким образом эта группа построена? В нее, те, кто будет принимать решения, в нее входит тот, кто строит определенный объект инфраструктуры. В нее входит представитель того, кто в этом объекте инфраструктуры будет находиться. Дальше это школа, например, полицейский участок, то есть их представитель. Кто-то из моего из моей организации и 3 других представителя искусства. Because we're picking art, and it should be very important to understand when you're picking art, it should be selected by art people. Потому что поскольку мы говорим об искусстве, выбираем предметы искусства, очень важно, чтобы и выбором их тоже занимались люди искусства. And everybody else in the room, the politicians, the community, you know, the elected officials, and the other designers, everybody else in the room are just there to give advice to these other folks. И все остальные люди, которые принимают участие в заседании этой группы, все, кто находится в этой группе, это могут быть и политики, это могут быть представители общества, какие-то избранные политики или те, кто имеет должности, избирательные должности. Ну, скажем, еще дизайнеры какие-то, они ведут совещательный голос. We'll skip over this for a second. And for each project, the budget is, the artist gets 20% of the whole budget as just a fee, just for being the artist, and the rest of the money goes to actually making the project. И из того бюджета, который будет выделен для этого объекта, 20% получает, собственно, художник, это, так сказать, его оплата, деньги, которые он зарабатывает, и оставшиеся 80% на создание непосредственно предмета искусства. So if it's a $100,000 project, the artist gets $20,000 to put in his or her pocket, save, put in the bank, go on vacation, do whatever, and the rest of the money goes towards making the project. If the artist is making the work herself, for example, she gets a salary in addition to the 20%. Ну, скажем, на проект у нас выделено 100 тысяч долларов. Из них 20 тысяч идут непосредственно художнику. Он распоряжается именно свое усмотрение. Он может положить их в карман, может положить на банковский счет и съездить на производство. Оставшаяся сумма, это 80 тысяч долларов, она идет непосредственно на изготовление проектного производства. Если художник работает в штат, он получает еще и закон. And just to really give you an idea of the scale, we did about 430 projects, and I'm working right now on about 126, with about $21–22 million worth of work. Это вам показывает развитие нашего проекта «Цифра». Всего с 1983 года мы уже отработали 430 таких проектов. На данный момент у нас 126 текущих проектов, и сумма этих 6 проектов равна 1 и 2 миллиона. So I'm only talking about this for one reason, just to sort of give you a bit of context when you're sort of dealing with the public and government institutions. What are some of the things that are being thought of? Почему я вам это все рассказывала? Я хочу, чтобы у вас был какой-то контекст, чтобы вы понимали, когда мы говорим о обществе с одной стороны, а с другой стороны о каких-то правительственных организациях, то какие-то могут быть моменты, которые Because a lot of the things that we have to think about is, who is this art being made for? What is this art
is about, what's the problem is it solving, and who gets to make those decisions. Потому что есть ряд вопросов, на которые мы пытаемся ответить. Для кого, во-первых, это искусство, о чем оно, потом какую проблему оно пытается решить, и кто в конце концов должен принимать решение. So one of my earliest projects that I've worked on was with this artist, his name is John Ayer, who lived in the South Bronx of New York. And the South Bronx is one of the poorest communities in the United States. And we were doing a project there. I'm going to explain what the project is. Один из моих самых ранних проектов был связан с именем вот этого художника, которого зовут Джон Аер. Он и проект, собственно, был направлен на Южный Бронкс. Это одно из самых бедных поселений, самых бедных сообществ Соединенных Штатов. У нас там был проект, о котором сейчас расскажу. So what John does as an artist is he uses people in the community where he lived and would make body casts and actual sculptures of them. One would be given to the person that the art is made from, and the other would go to his gallery. Чем занимался Джон? Он использовал людей, которые жили вот как раз в его комьюнити, в его сообществе. Он делал полный как слепок с тела, и таким образом у него получалась скульптура. Один экземпляр, одна копия шла непосредственно тому человеку, с которого это было сделано, а вторая у него были. So the value of both works were equal, but again, the person who is of owned one and the artist owned another one. So it's very equal. Собственно, стоимость этих обеих скульптур была одинакова. И одна из них шла тому человеку, с которого ее сделали, вторая художнику, в общем, они фотографировали. So when we were asked to do a commission, an artwork for a police station in the South Bronx, in this particular neighborhood, it was a perfect choice to have this artist work at that particular project. Поэтому, когда мы работали над тем, какие предметы искусства будут находиться в полицейском участке в Южном Бронксе, нам показалось, что работа с этим художником это как раз то, что нам нужно. So the thing is, let me give you the history about the police and the South Bronx. There was the tension between police in general in the United States and people was very rough. But in the South Bronx, it was even rougher. So the idea of having a local artist to a commission in front of a police station was already a really strange and bewildering thing. Сейчас я вам попробую объяснить вообще, что такое полиция и Южный Бронкс. В целом, если мы возьмем всю страну, то нужно сказать, что отношения между полицией и населением в целом, они такие довольно напряженные. А если мы будем брать, для примера, именно эту часть города Южный Бронкс, то там все обстоит еще сложнее. Еще хуже. Поэтому уже сама идея о том, чтобы взять местного художника и его работу использовать для того, чтобы представить именно в этом полицейском участке, она уже сама по себе была очень неординарной. So for this particular project, the community came together and they selected 3 people from the community that represents who they are to be placed on a pedestal in front of the police station. Конкретно в этом проекте все, кто проживает на этой территории, в этом комьюнити, они собрались и выбрали 3 человек, которые представляют наилучшим образом их всех. И с них были сделаны скульптуры и поставлены на пьедестал при входе в полицейский участок. So what John was doing, and usually when you see something on a pedestal, when you see a sculpture of a person on the pedestal, they're meant to sort of rise above the rest of us. They're examples, great examples of people within our community, and this is the intention of the project. Какова здесь была идея Джона, что он сделал? Обычно, если кого-то ставят на пьедестал, то с какой целью? С тем, чтобы этот человек был выше всех остальных. Это значит, что это некий образец, какая-то модель. Именно вот такое намерение было у художника. So these are actual people. So this is with the dog, it's Raymond and Toby is his dog. Delisha is the girl in the middle, and Corey is the guy with the blue box. These are real people. Это абсолютно реальные люди, настоящие люди. Вот эта собака, его зовут Раймонд, а собаку зовут Тоби. Дальше там в середине женщина, ее зовут Делиша. А вот тут вот слева, который стоит на моей колонке, его зовут Кори. Это абсолютно реальные люди. 2 days after this was up, huge uproar. People thought these were not the people, these kinds of people should not be on a. This is the guy who robs me, robs my apartment.
this girl, what is she doing out of school? You know, this guy with the boombox, he's too fat. These are not the best representations of people. Эти скульптуры простояли 2 дня, и поднялся большой шум, потому что люди сразу сказали, что это не те, кто должен их представлять, это вообще не мы, вот этот вот товарищ, который с собакой сидит, он же вообще может обокрасть мою квартиру, вот эта девочка в середине, почему она там, почему она не в школе, а вот тот, который с краю стоит на колонке, так он вообще слишком толстый, это не про нас. It was so bad that the artist, being a white guy, did not want to have this sort of racial conversation about who should be represented. Again, in a lot of places, most people are up on a pedestal are like old white men. A lot of them are horses. But the idea of having these young black teenagers on a pedestal in front of a police station was too much for people to handle. И бедный художник, который белый, цветом кожи, он, в общем, не хотел связываться, конечно, со всеми этими расистскими разговорами на тему того, кто должен, а кто не должен представлять. Ну, кто-то делает оговорку, что Южный Бронкс — это, в принципе, афроамериканская территория. Вот. И если мы так подумаем, то, в принципе, в основном, кто стоит на пьедестале, это такие немолодые мужчины, белые, чаще всего на лошади. Вот. И Джону художнику захотелось показать иначе. И людям показалось, что вот эти вот подростки афроамериканского происхождения и на пьедестале — это пока слишком. It was so bad that John, decided, I don't want to leave them up. And after 2 days, he removed the sculptures. Все было так сложно и плохо, что Джон решил, что он не будет их выставлять, и через 2 дня он убрал эти скульптуры. And we relocated them in a sculpture park also in New York City, where they now live. Мы перенесли в парк скульптур, тоже в Нью-Йорке, они теперь находятся там. And I'm going to try to put them back up. Но я постараюсь вернуть их на прежнее место. And to make sure, the police made sure that nothing goes back up on these pedestals. А полиция со своей стороны, чтобы гарантированно больше ничего не стояло на этих пьедесталах, they planted trees in front of them and put a flagpole on the pedestal. Они посадили перед ними деревья и поставили должок с флагами. So that doesn't mean the sculptures don't have a life. So what we do with the sculptures now, where they are, is use them as a tool to for kids to understand what it means to be represented in the public environment. Ну, скульптур, тем не менее, есть своя жизнь. Мы сейчас их используем для того, чтобы проводить дискуссии с детьми, обсуждать с ними, что значит представление, что значит для них они представлены тем или иным образом в общественном пространстве. And in the back of these sculptures, you see how other people color represent themselves in their own drawings. These are all self-portraits of young kids, how they see themselves after discussing the issue around these sculptures. И вы видите много рисунков за этими скульптурами. Это вот как раз все эти молодые люди или дети представили себя, какими они видят себя. Они все здесь люди разного цвета кожи, и таким образом они сами представили себя. So the lesson I learned from this particular project is who defines community? What does that actually mean? When you say I'm working with the community, what does that mean? Is it a community that's geographically located? Is it a community of people that think like you? Is it a community of people that look like you, have the same history? What does that mean? And going forward with any project, I think that needs to be established between you and the people that you're working with. Урок, который я из всего этого вынес, он заключается в следующем. Это теперь вопрос, который я себе задаю, кто определяет, что такое вот это сообщество людей, это комьюнити. И каким образом мы его вообще определяем? По географическому принципу. Или это люди, которые выглядят похожим образом? Это люди, у которых какая-то общая история. И это как раз вопрос, на который нужно получить ответ всегда. Я стараюсь, что теперь в каждом из проектов мы этому уделяем внимание. The next project I'm going to talk about is this particular one, which is in front of a school in not too far from the South Bronx in Upper Manhattan, where the community is basically Hispanic community. Это следующий проект, о котором мы поговорим. Расположена эта скульптура перед школой, а район на самом деле не так далеко от Южного Бронкса, это Верхний Манхэттен, и население, которое в нем проживает, преимущественно латинского происхождения, то есть испаноговорящее.
So again, you put this up, you think you're done, and then you get a call. The community does not want this in their space. Take it down immediately. Вам кажется, что все, вы остановили, все дело сделано. А не тут-то было, потому что дальше начинаются звонки, выясняется, что людям это все не нравится, они говорят, снимите, это не. Anybody see what's wrong with this? У вас есть представление, что здесь не так? В этой идее? Okay, I'll come back to that. Сейчас мы вернемся к свету. I'm expecting a yes. This was, I was expecting a yes. The horse. The horse just. It's a horse in the chair, yeah. Just asking people. Okay. The social. So everything you just said, when we had a meeting about it, people brought it up. Like red is about the color. I don't think it should be red. You know, it's too tall. What is this horse doing? I don't understand it. So when we met with the community to have conversations as to why this is a problem, 2-hour conversation and all of these things came up. Все, на самом деле, что вы упомянули, мы это все как раз слышали. Мы слышали аргумент о том, что красный это слишком такой агрессивный цвет, не нужно красный. Потому что эта скульптура слишком высокая, зачем там лошадь, почему она так высоко. То есть, когда мы собрались с представителями того сообщества микросоциума и обсудили, а что ж не так с этой скульптурой, вот все мы это слышали. But that wasn't enough reason to take it down. Red being about the color or being on the same scale or whatever, it wasn't a good reason. Until at the end of all that, all the conversation, when we were about to leave, somebody came and said, hey, listen, I need to tell you why this is a problem. На самом деле все это не было достаточной причиной для того, чтобы мы убрали эту скульптуру. И красный, и то, что она слишком высокая, кому-то не нравится. И уже практически в самом конце нашей дискуссии, когда мы объясняли, что же тут не так, и практически закруглялись, один человек ко мне подошел и сказал, сейчас я тебе все скажу. So the gentleman who proposed it said, hey, we've been trying to get this school built for 20 years. And for 20 years, the dean of the yeshiva across the street has prevented it from being built. И этот мужчина, который ко мне подошел, он сказал, что слушай, мы пытались, мы добивались того, чтобы эту школу построили на протяжении 20 лет. И все 20 лет назад руководители Решила, которые буквально через улицу, нам все время отказывали. And he said, I don't want a school being built for these kids because they're animals. И он говорил, я не хочу, чтобы для этих детей, ну, помню, это латинское население, да, я не хочу, чтобы школу для этих детей строились, люди живут. I didn't know about this, nobody ever knew about this until it was up. And what made it worse was the artist was a Jewish artist, and you know, it was a huge deal. Этого я не знал, этого не знал никто из тех, кто со мной работал, и пока мы не поставили вот эту скульптуру во дворе школы, конечно, мы об этом не знали. Что еще хуже сделало эту ситуацию, что ее усугубило, это то, что художник, который создал вот этот проект, он был еврейского происхождения, а как раз еврейское сообщество не хотело, чтобы школу превратилась. What made it even worse was, you know, again, most of these community was Hispanic. And there was a derogatory word for a stupid person, calling him a burro, which is like a donkey. And so, what do we do? Put a horse on a chair, you know, so. Это еще не все. Что еще сильнее ухудшило эту ситуацию, это вот то, что здесь проживало на этой территории латинское население. И у них было специальное слово такое, оскорбительное слово, которое обозначало глупого человека, в переводе это было что-то типа и тут мы поставили лошадь. So we had to take it down immediately. So this one again lasted for 4 days. And when you see it now, we gave it to the Denver Children's Museum in Denver, Colorado. Естественно, мы сняли эту скульптуру. Опять же, она просуществовала всего 4 дня. Сейчас вы видите фотографию, где она находится, это Денвер, штат Колорадо, мы ее передали детскому музею. So the lesson learned here was, we did not provide, this project was happening for 3 years before the thing went up. We did not provide a safe space for the community to say, oh, this is a problem, this is going to be a problem. We did not provide that space for them to do that. This statement that was made for 20 years had a lot of shame in it,
had a lot of negativity for them in it. It hurt them quite a bit, and then we did not provide a space for them to let us know this until it was too late. Какой урок мы вынесли из этого? Значит, этот проект, на самом деле, за 3 года до того, как мы его поставили, и на протяжении этого времени мы не дали людям безопасного пространства для того, чтобы они действительно выразили то, что они об этом чувствуют. Потому что в эти 20 лет, которые они боролись за строительство школы, у них ассоциировались, конечно, с большим количеством стыда, и для того, чтобы об этом говорить, нужно было безопасное пространство, а мы не смогли. So, you're going to talk to community, create that space. And sometimes it's not where you are, it's the community where they are. Поэтому, когда вы говорите с представителями сообщества, значит, у них должно быть такое безопасное пространство, чтобы они могли говорить о себе, потому что здесь же дело не в том, кто вы, а просто в том, кто они. I'm going to skip over this one. Это мы пропустим. So again, my practice has a lot to do with socially engaged work. And this is just a snippet of some of the projects that I've done in Australia, in Russia, Central Asia. And again, I'm just going to talk about one of them. The project to your far right is a flag that I created with artists there in Australia. Много из тех предметов искусства, с которыми я работаю, они так или иначе связаны с людьми, мы вовлекаем их в работу. И я сейчас расскажу, мы их проводили во многих местах, и в Австралии, в Центральной Азии, в России. Я сейчас хочу поговорить о том проекте, который вот в правом верхнем углу. Там флаг, который мы создали совместно с художником, это было в Австралии. In talking to that particular community in Australia, this is where a lot of the refugees and a lot of the new immigrants ended up because it was cheap, it was an easy place to live, but the people who were moving from different countries had very conflict with each other. They weren't getting along, and there was a lot of tension between the different cultures. Конкретно в этом сообществе, в этой местности проживало много людей, которые были беженцами или только вновь прибывшими иммигрантами в страну, потому что здесь жить было дешево, там, в общем-то, было проще начать свою жизнь, проще обосновываться. Но это были люди из различных мест, из разных стран, и они не очень хорошо ладили между собой, у них было много конфликтов, много напряжений. So we wanted to create something new that was special to that place. So what we did is we took the flags of each of the 16 countries that were represented and took some of the stars and elements from them and created a new flag using the Australian flag as the model. Что мы сделали? Мы захотели создать такой флаг, который отразит как раз вот это сообщество, что такое новое для них, специально для них. И мы взяли с тех 16 флагов, из 16 стран, откуда там как раз были представители, взяли с них какие-то элементы, звезды или еще что-то, используя австралийский флаг как модель, создали себе. So to make it a real flag, it had to be adopted as such by the city council. So they passed a resolution to accept this as a real flag for this particular place. And this is it being raised in front of the government building. Для того, чтобы это наше произведение стало реально настоящим флагом, нужно, чтобы он был принят городским советом, и действительно эта процедура была проведена, городской совет его принял как флаг, и теперь его поднимают вот перед одним из правительственных зданий. So whenever there's conflict within the community, the flag is raised, and that means we need to come together to discuss this. Whenever, for the people who own stores, there was a little flag medallion that you stuck in your car or on your storefront to say, this is a safe space. If you have an issue with this community, you could feel safe within this space. So it went beyond just the flag. It sort of brought this community together and tied them into that kind of relationship, a very positive relationship. И теперь каждый раз, когда поднимается этот флаг, это значит, что в их микросоциуме назрела какая-то проблема, ее нужно усилить. Кроме того, мы сделали маленькие копии этого флага, наклейки, которые можно было наклеить там, на магазин или на машину, и это означало, что вот это безопасное место. Если человек чувствует себя как-то неловко в этом конфликте или ему страшно, то туда можно было прийти, это безопасное место. То есть фактически это все пошло дальше, чем просто флаг, и таким образом мы смогли каким-то образом объединить это разношерстное сообщество. I'm not going to go into these other projects, but every one of these projects that you see and you get a glimpse of in these image was done within a week. So met with the folks
on Sunday, by the time Saturday rolled around, we had a project created, conceptualized, and realized. Я не буду говорить во всех остальных экземплярах, которые вы здесь видите, но в принципе все, что вы будете видеть здесь или дальше, это все предметы искусства, которые мы создали фактически за неделю. Мы в воскресенье собирались, принимали решения, обсуждали, у нас была концепция, и в общем все к концу следующей недели у нас все было готово. And this happens with a lot of starts with a lot of conversation, finding out what are some of the issues that are on your mind, what are some of the ways that, and then really thinking about how art could answer some of those questions or how art could bring to light some of these issues. Все начинается с того, что мы много обсуждаем, много у нас разговоров о том, какие есть трудности, какие сложности есть в этом сообществе, на какие вопросы им необходимо ответить, каким образом искусство может либо ответить на них, либо их высветить. And sometimes thinking outside the box. If you want to talk to people, sometimes approaching them just like that may not be a good idea. So one of the ideas I like to use is the living room idea that I actually came up with many years ago in Princess of Arts in Russia. And it's to set up a living room on the side of the street, and people just come and sit and talk and have tea, and you get to understand who they are and what they're about. Что мы еще поняли, что творческий подход это, конечно, очень важная штука, если мы хотим знать мнение людей, и при этом будем прямо так близко наклоняться и задавать вопросы в лоб, то мы можем ничего не услышать. Поэтому у нас есть одна из наших инноваций, это такая специальная комната. Впервые эта идея пришла нам в голову в России. Но сюда можно прийти, или какое-то такое место, где люди могут прийти, спокойно сесть, попить чай и поговорить. So sometimes you can't actually do a project with community for whatever reason, but sometimes you can do something that lives in a place and then is activated by the community after the event. Иногда не получается что-то сделать вместе с теми людьми, которые проживают на определенной территории. Но мы делаем что-то, и оно живет потом в этом месте, и фактически привлекает к себе сообщество, и что-то происходит уже после. So these are bronze boxes that are in a school, and each box is labeled complaints, dreams, wishes, and students are invited to put their complaints, dreams, wishes in the boxes, which will then collect it and create a newsletter for the school every month. Это бронзовые ящики, которые на фасаде школы, и в них они подписаны пожелания, идеи, жалобы, мечты, наблюдения. Дети могут туда опускать свои, соответственно, пожелания, мечты, идеи, наблюдения и все остальное. Потом их оттуда вынимают и на основании этого выпускают местную газету. So this project was simple, what looks like a simple mosaic in a plaza, but it has a lot more to offer as well. Это на первый взгляд выглядит как просто мозаика на площади, но действительно это нечто большее. So every section of every diamond in the mosaic represents a location within that community that is very important to that community. Мозаика состоит из этих ромбов, каждый из них представляет какое-то место, которое для людей, которые проживают на этой территории, особенно важно. What is interesting is there's an organization that lives near this mosaic that is called Children of Hope. And these are children whose both parents are in prison. Что вот интересно, неподалеку от этой скульптуры находится организация, которая называется «Дети надежды». Это ассоциация для детей, у которых оба родителя находятся в тюрьме. So they use it as an educational component where there's a scavenger hunt throughout the community with this organization, and as the children find these spaces that are represented in the mosaic, they give us some very inspirational information about it, and so they feel that where they live is as important as anywhere else. И для этих детей проводят такое образовательное мероприятие, когда они должны в своем этом сообществе найти все эти объекты, которые представлены в мозаике этими различными ромбами. И по мере того, как эти дети находят их, с ними разговаривают, и чтобы у них складывалось впечатление, что вот то место, где они живут, они сейчас проживают, каким бы оно ни было, это так же важно, как любое другое. And so one of the things that happens working with kids is every time we do a public artwork, the first thing people, there's a lot of parents in the room, first people say, what about the kids? Why don't you do something with the kids? And it's really hard to work with kids.
детях, потому что каждый раз, когда мы хотим продвигать какой-то проект Public Art в этом направлении, то в аудитории всегда же много родителей. Они постоянно спрашивают, а как же дети? А давайте сделаем что-нибудь с детьми. А с детьми что-нибудь сделать очень трудно. So a few years ago, we had a fantastic opportunity to work with kids. And so one of the things we asked a local school was, children in the local school, draw me your favorite animal. Very simple. Несколько лет назад, тем не менее, у нас была чудесная возможность поработать с детьми. В одной из местных школ мы попросили, чтобы они нарисовали свое любимое животное. Прошу. What animal is this? Это кто? Okay, over here. This is fish, right? It's Все not really a fish. This fish does not exist in nature, but we know it's a fish. Понятно, это не настоящая рыба, нереальная, которую в природе в действительности нет, но мы понимаем, это рыба. So the project is a very interesting project. It was actually a sewage treatment plant where the cover of the sewage treatment plant in a community that they didn't want it was where we created a lot of different amenities like playgrounds and sports centers to cover. It's like the top of the toilet bowl, really. And so we wanted to make sure that there's something for everybody, and so we created something for children. That's a sewage plant? Sewage treatment plant, yeah. It still exists, and we just put a cover on it and did all this stuff. Конкретно в этом проекте, в этой территории находилось место по переработке отходов, канализационных. И как бы не всем это место нравилось, поэтому что мы сделали? Мы сделали крышку, как говорит спикер, что как крышка на туалете, да? Вот. И на этой крышке разместили много каких-то разных интересных объектов, полезных, в том числе там детские площадки, чтобы всем что-нибудь было, в том числе и детям. So for children, we wanted to create a carousel, and we wanted them to design their carousel because it's going to be for them. So we took these drawings, and it went from this to this. Теперь мы спланировали карусель. Мы хотели, чтобы они сами выступили дизайнерами своей карусели, потому что им на ней кататься. И мы взяли вот эти рисунки, вот что получилось. Okay. What animal is this? А это giraffe. Giraffe. No giraffe in nature looks like this, but we know it's a giraffe. That's how smart kids are. That's how. So yeah, this is a giraffe. Понятное дело, что в природе жирафы выглядят иначе. Мы понимаем, да, это жираф. So we have a giraffe and a bunny rabbit, and these are the artists for the giraffe and the bunny rabbit. These are them right there. А сфотографированы как раз авторы, те, кто нарисовали этого жирафа и этого кролика. What animal is this? Это на кого похоже? Как каракул. Dragon? Nah. Who said kangaroo? Raise your hand. You were the first person in the history of this presentation. Первый человек во всей истории меня представляет для презентации. It's a kangaroo, people. It's a kangaroo. Да, это действительно I don't know what the other thing is, but it's a kangaroo. что там следующее, я не знаю, но вот первый из них это кенгуру. And I don't know what this is either, but it's a kangaroo. И вот тот синий тоже не знаю. So the thing is, if you create, this is crystal, right here, this crystal signature, and on top, you can't see, but it's Crystal's original drawing. Где вот какая? Это карусель, часть карусели, внизу написано имя девочки. Вот эту девочку внизу, она сама написала свое имя, а наш карусель там здесь не видно, но есть оригинальное изображение ее рисунка. So the deal is, if you're a child who created one of these animals, you get to ride the carousel for free for life. И идея была такая, что если ваш ребенок выступил дизайнером этой карусели, то он теперь может бесплатно на ней кататься всю жизнь. So when Crystal is 45 years old, she can bump any kid over there and ride the carousel, because it's hers. Поэтому даже когда вот этой Кристо будет 45 лет, она может спихнуть туда любого ребенка и сама сесть, потому что это ее карусель. And so keeping in the theme of work with kids, sometimes it's not doing, so these are projects, instead of a playground, they're made into music and sound instruments. Продолжая разговор о детях, здесь мы делали не детскую площадку, а такое место, где дети могут играть с музыкой, со звуками.
And they become part of the curriculum for the school. So while teaching science and music, you go out into the playground and understand how sound travels through these dishes and understand how sound is made from nature. И в конце концов эта площадка теперь используется школой, она входит в их учебный план, когда у них предметы, связанные с наукой, с физикой, видимо, или что-то касающееся музыкального обучения, они туда ходят и смотрят, каким образом продуцируется звук, каким образом он передается. Okay, I'm going to skip over this and this and this. I'm going to skip over this. So I'm going to get into these things right here. So one of the projects that I'm working on right now is New York City has a problem with who is represented in its public environment. Один из тех проектов, над которым работаю я сейчас, касается Нью-Йорка. У нас есть проблема в Нью-Йорке, опять же, связанная с тем, кто представлен в общественном пространстве. We have about 500 or so public monuments, and we have 500 public monuments, and only 4 of them are of women. Во всем городе, насчитать, можно около 500 различных памятников, но только на 4 из них женщины. And some of them are problematic. И с некоторыми из них проблемы. So this particular one is a monument to a guy whose name is J. Marion Sims. He's a doctor. Здесь это памятник одной из них, это доктор Джей Мэрион Симс. J. Marion Sims is called the father of gynecology because the experiments he did was on African American women without their permission and without anesthesia. Называют его отцом гинекологии, потому что он проводил эксперименты с афроамериканскими женщинами без их разрешения и без использования анестезии. And so if you ever had surgery on anything, imagine doing it without anesthesia, and these women it's being done on their private bits and pieces, private parts. Если вам когда-нибудь приходилось пережить операцию, вы можете себе это представить, вот как это без анестезии, а тут еще в таких деликатных местах. This sculpture was in a neighborhood which is primarily African American and Hispanic. That's the first problem. Стояла эта скульптура в том месте, где в основном проживали как раз афроамериканцы или люди испанского происхождения. Это была первая проблема. It was in front of the Academy of Medicine, which is another problem. Стояла эта скульптура перед Академией медицины. Вторая проблема. It was in front of the Museum of the City of New York, another problem. С другой стороны располагался музей города Нью-Йорка. Тоже нехорошо. And it was in front of the Museo del Barrio, which is a Hispanic museum, another problem. И еще одна проблема заключалась в том, что еще с одной стороны находился именно музей испанской культуры. So artists were doing, protest types of artworks in front of this work for about 10 years. И художники работали над этим, что можно с этой скульптурой сделать, как-то на протяжении 10 лет. So finally the city decided to remove it, take it down, and it was a huge celebration as a result of that. Она привлекала столько к себе внимания, что в конце концов город решил ее снять. И в тот момент, когда ее сняли, было очень шумное празднование. And it was taken to where he was actually buried in Brooklyn, where they still don't want to put it out there, which is quite interesting. Его перенесли в другое место, в Бруклин, по памятнику, но его там тоже не очень хотели, на самом деле, это другая история. So as a result of that, my job was to work with this community for about a whole year to start a healing process and start really thinking about what is going to replace this work. И я как раз работал с этим сообществом. Мы хотели начать такой процесс выздоровления, примирения и выяснить, что же мы можем, чем мы можем заменить эту структуру. And we had many different kinds of conversations that were led by artists. Artists, came in, we told the story in their way. Artists came to sort of do a healing kind of process. Artists were used to disseminate information to the community. So it was all completely artist run. Практически все дискуссии, все обсуждения, которые касались вот этого места, они все исходили от художников. То есть они приходили к людям, они говорили об этом, пересказывали свою историю, своей интерпретацией, они попробовали каким-то образом запускать этот процесс оздоровления, как-то распространяли информацию, но всегда это шло от художников.
And so now it's an empty pedestal, and it's an empty pedestal that's being activated on a monthly basis. So performances and other things are happening with this particular pedestal while it's empty until an artwork is replaced again. Сейчас этот пьедестал пустой, он оживает практически каждый месяц, активируется, там проводятся различного рода перформансы, но пока вот там таким образом все это решено, пока туда не будет определена какая-то другая структура. So we're rethinking what it means to be a monument. We're rethinking how people are represented, and so one of my jobs is to find artists who are thinking in many different ways to represent people that aren't represented. You know, so we're not doing the bronze statue on a pedestal anymore. That's the old way of representing people there, and so that's what we're exploring. И сейчас мы фактически находимся в том процессе, когда мы переосмысливаем для себя, что такое скульптура. Таким образом, мы пытаемся ответить на вопрос, кто представлен, как представлены люди в общественном месте. И моя задача, моя работа как раз заключается в том, чтобы найти художников, которые представляют какие-то новые варианты и представляют разных людей, потому что вот эти вот скульптуры, которые были в Южном Фокусе, мы так больше не хотим. So when an artist was asked to portray a famous baseball player, it wasn't going to be a baseball player swinging a bat on a pedestal. She wanted to humanize him. So he was from Puerto Rico, and so she created what you call an abuelo chair, a grandfather chair, and some sugar cane that represents the country he was from. So people could sit in his place and exemplify how important he was to them. Здесь представлено, здесь художника попросили сделать скульптуру известного игрока в бейсбол. Но, понятное дело, никто не говорил о том, что это будет, собственно, сам игрок в бейсбол в некоторой такой позе. Нет, и художник, поскольку сам этот игрок бейсболист был из Пуэрто-Рико, то художник сделал такую, у него была такая идея, это кресло, которое она там разместила, это кресло, которое принадлежало дедушке. Можно сесть в дедушкино кресло. И таким образом каждый человек, который туда сядет, может представить себя на этом месте, и таким образом показывает, насколько важен этот человек для этого сообщества. And we also started to commission works that were to fill in the blanks of women that are underrepresented by starting this initiative called She Built NYC, She Built New York City. И еще одна инициатива, которую мы сейчас проводим, она призвана восполнить те пробелы, о которых мы говорили, недостаток памятников женщинам. Инициатива называется «Она построила город Нью-Йорк». And as part of that, which is a little controversial, along with the 5 women, we included 2 trans women, 2 women that were born men that have transitioned, Marsha P. Johnson and Sylvia Rivera. И вместе с, собственно, женщинами, несмотря на то, что это было такое непростое решение, достаточно противоречивое, мы расположили еще 2 изображения для скульптуры женщин, которые там And be the first trans monument to specific people we think in the world. There are other trans monuments to specific people. This is the first step that would be. И это первый в истории, как нам кажется, памятники трансгендерам реальным людям. То есть здесь есть памятники, но вот именно конкретным реальным людям это впервые. And to give you an idea what these monuments are going to look like, we started with one with a woman named Shirley Chisholm, who was the first black woman in the United States. Когда мы выбирали, кто это будет, первая наша идея это Ширли Чизholm, это была первая женщина, которая была кандидатом в президенты США, афроамериканского происхождения. And so these are the artist renderings of what that monument is going to look like. Это как раз и есть видение художника, каким образом будет выглядеть этот памятник. It's a 40-foot sculpture that's going to change the way you see it depending on where you stand. Эта скульптура высотой в 40 футов, она меняется в зависимости от того, каким углом вы на нее смотрите. And it's also going to incorporate these gold plaques, which illustrate the people who came before this woman, Shirley Chisholm, and the people who came after her. So it would be a living monument to women throughout history. И вот эти золотистые дощечки, они для того, чтобы там представлены были женщины, которые были до нее и после, то есть такой памятник жизни.
And one of the things, and last one thing I'm going to talk about, is one of the things that, as a government agency, that we thought would be a very, very good idea, it has been, is to embed artists in city government. И о чем вот я еще хочу сказать, может быть, уже последнее. Идея, которую мы представили, и как нам кажется, это очень-очень успешная идея. Мы стараемся сделать так, чтобы в правительстве, государственных структурах, различных бюрократичных структурах работали художники. So within each city government agency, there are some issues to be resolved, and so artists are embedded at the high level. So where the commissioner is the highest person within a city department, the artist is up there with the commissioner's office. So they get to influence policy, they get to influence how that department works. И у нас есть определенные проблемы в городе для того, чтобы как-то поспособствовать их решениям. Художники занимают достаточно высокие посты, то есть они находятся на том уровне, на котором принимаются решения. And I'm just going to show you one result of that. This on the pedestal is an artist, a Cuban artist, Tanya Rivera, who is working with the Department of Immigrant Services in New York. Здесь на фотографии представлена женщина кубинского происхождения, Таня Ривера. Она работает в отделе по иммиграции в Нью-Йорке. In the Department of Immigrant Services, immigrants do not trust the government. The government does not trust immigrants. Trust issues. Тут надо знать, что вот, те, кто работает с иммигрантами в мэрии, они не доверяют иммигрантам. В свою очередь, иммигранты не доверяют им. Так что здесь есть проблема с доверием. It makes it worse because New York City is constituted as a sanctuary city in the United States where we welcome immigrants, but the federal government have a different idea as to how immigrants should be treated. Что ситуацию осложняет, это то, что у Нью-Йорка есть такой образ, как образ города-убежища, в котором приветствуются все иммигранты, но федеральное правительство с нами тут не согласно. So the government felt it was very important that the immigrants know their rights and know if they are approached by government agencies what they should do. But it was very hard to get that information across, so they used an artist to figure that out. Идея заключалась в том, что иммигранты должны понимать свои права на случай, если к ним с какими-то вопросами будут приходить представители правительственных организаций различных, они должны, в общем, знать, что они могут, что не могут. С этим было трудно, и как раз именно художники помогли решить проблему. So Tanya came up with this idea called Cycle News, and basically what it is, it's recruiting women from the immigrant populations and training them on government information and using them to disseminate that information to their community. Что предложили здесь? Это некоторая брошюра, которая как раз раздает женщины. Женщины проходят подготовку по различным вопросам, касающимся иммиграционной деятельности, как раз иммиграционной сферы. Они их раздают. Что об этом не сказать. So now people are getting information from people they trust, people that actually look like them. And so that was the whole point of doing that residency. When it first started, nobody knew what the issue was going to be. As Tanya was working with immigrant services, she figured out, oh, they're not getting the information they need to get and why it was a trust issue. So that's how she came up with this project, and it's been expanding to different neighborhoods since. Поскольку эти женщины, которые как раз проводят такую разъяснительную работу, они сами из среды иммигрантов, то здесь нет проблем с доверием. Когда у Тани только начиналась ее резиденция, она не знала, собственно говоря, что это будет. Вот. Но поскольку она работала в этом отделе по работе с иммигрантами, она подумала, что вот они друг другу не доверяют, государство не доверяет им, они не доверяют государству, давайте что-нибудь сделаем. И идея вот такая у нее появилась. Идея теперь растет и дальше, то есть ее идею взяли для себя и другие районы. And this is the project I'm going to end with. And again, this was just a small tidbit of information to sort of talk about when working within a socially engaged context. What are some of the things one should think about? Because I guess this is what we'll be doing the next couple of days. So thank you very much. На этом я закончу, потому что я как раз хотела с вами поделиться некоторой информацией, которая известна мне, что нужно учитывать, о чем нужно подумать, когда мы говорим об искусстве
now